Здоровеньки были, друзья. Ну что, как вы помните, предыдущая часть была техники для белого пояса, и я решил выпустить часть вторую, потому что на самом деле я не смог прям весь материал технически уместить в одно видео, поэтому здесь мы постараемся дополнить, и чтобы ты уже был не просто белым поясом, да, белый пояс на самом деле это выживание, ты стараешься уйти, не дать позицию и так далее, а сейчас мы будем уже стараться прогрессировать для того, чтобы ты строил свою игру. Ну что, погнали! Ну что, сегодняшний гайд я хочу начать именно с проходов гарда, потому что в прошлый раз их не было, и мы начнем с самого базового прохода, это Ториан Пас. Друзья, с нами, как обычно, Малон. Всем привет, ребят. Как видите, он уже немного подтянул русский язык. Ну что, а мы, пожалуй, начнем. Итак, позиция, собственно, такая. Первый проход у нас будет, это Ториан Пас. Есть множество вариаций. Первая из вариаций – это когда вы подхватываете с внутренней части штаны, видите? И смотрите, что я делаю. Я дистанцируюсь от него, прижимаю его к полу, захожу сбоку и начинаю давить плечом. И после чего беру позицию. Это первая вариация. Вторая вариация есть, когда вы просто вот таким образом, смотрите, раскручиваете его, видите, и подходите коленом. Еще раз, первый вариант, который мне нравится. Я прижимаю ноги, начинаю обходить, давлю плечом, перехожу в сайд-контроль. Вторая вариация, это когда я раскручиваю его ноги и иду на knee on belly, колено на животе. Ну что, второй проход гарда у нас будет именно не слайд-пас. Смотрите, сразу хочу обратить ваше внимание, что когда вы работаете в такой позиции, желательно дистанцироваться, не подходить сильно близко ногами, потому что он начнет вязать ваши ноги, выходить на болевые на ноги, в удобные для него атакующие позиции и так далее. Поэтому я дистанцируюсь. Что мне нравится делать? Обратите внимание, я подхожу ногой между его ног и толкаю его. Как правило, он поднимается, потому что ему неудобно лежать на спине. В такой позиции он себя чувствует более комфортно. В это время у меня есть два варианта. Подхватить отворот, да, лапел и рукав. И после чего, обратите внимание, я иду своим коленом вот туда по диагонали и подаю свой таз вперед. Я как будто влетаю туда, вот таким вот образом, видите? И здесь есть два варианта. Или вы держите лапел, или вы идете на андерхук. И после чего я его раскатываю, беру позицию. То есть, первый вариант, смотрите. Когда я делаю с лапелом, здесь важно сразу его, видите, я контролирую рукой, потому что есть риск, что он заберет у меня спину. И я его раскатываю. И второй вариант, когда я иду вот сюда. Андерхук. Следующий проход гарда, это X-Pass гард. Опять же, мне очень нравится делать, смотрите, первый вариант, когда я вам показывал, вы могли его толкать таким образом, да? А второй вариант есть, когда вы можете поднять ноги. В любом случае, в таком положении мне удобнее его атаковать. Теперь смотрите, я подхожу близко и контролирую одной рукой штанину с внутренней части, а вторую с внешней. Создаю давление. И теперь смотрите, что я делаю. Я поднимаю свою ногу, видите? Убираю штанину и иду колено на живот и отставляю вот таким образом ногу. Очень важно отставлять ногу вот таким образом, потому что если я буду здесь, ему легко будет ее атаковать. Еще раз. Я подхожу. И беру выгодную для меня позицию. Итак, следующий у нас проход будет over-under pass. Мне тоже нравится очень сильно этот проход. Обратите внимание, я его опять же ложу на спину и начинаю здесь вот так вот смещаться. И теперь смотрите, что я делаю. Я своей рукой иду под ногу. И очень важно, я вставляю свое плечо. И здесь его очень мощно контролирую. И чтобы вы видели, здесь я прихватываю его штанину именно вот таким образом.
с внешней стороны колена. Хорошо? И теперь смотрите. На пальчиках ног, ноги вместе, я начинаю двигаться. Вот таким образом, видите? На пальцах. И после чего я переступаю и начинаю раскатывать. И забираю позицию. То есть я вхожу в позицию полугард, после чего я иду сюда, или есть у меня вторая вариация, это забрать вот таким образом, видите? Этот контроль даже мощнее. Создаю давление, встаю на пальцы ног, начинаю свое движение, после чего переступаю и беру позицию. Еще раз. Следующий проход гарда – это leg drag pass. И, кстати, насчет всех проходов я сразу хочу обратить ваше внимание, не проходите силой, а проходите за счет техники, давления, углов и контроля. Это очень важно, чтобы вы поняли концепцию. То есть не надо давить мощно, хорошо? Итак, позиция следующая. Вы наверняка ее часто встречали, когда ваш противник контролирует вас ногами. Смотрите, что я делаю. Я подбиваю тазом. Видите? И когда ноги по инерции идут назад, я вот сюда подхожу, видите? Вот таким образом. После чего вот эта рука подхватывает лапел. И обратите внимание, я локтем вот здесь начинаю создавать давление, давлю, после чего беру позицию. Еще раз. И еще раз. Прихватил, бум, бум. Взял позицию. Ну что, теперь самое вкусное, удушающее. И, пожалуй, я хочу начать именно с север-юга, North-South. Но мы будем его начинать делать с позиции Side Control. Я вам покажу, как я туда выхожу. Смотрите, я нахожусь в позиции Side Control. И теперь вот эта вот рука, она как петлей вот таким вот движением идет. И одновременно с этим движением, смотрите, я смещаюсь. Видите? Вот сюда. Подхватываю свою вторую руку. Видите? Вот здесь. После чего я жду. Вам не обязательно спешить, если вы хорошо прихватили его. И вы начинаете смещаться назад и просто ждать, когда он сдастся. В другую сторону я вам покажу, чтобы вам было видно лучше. Итак, позиция Side Control. Я иду своей рукой вот таким образом, видите? Смещаю весь тело вниз, начинаю идти назад, подхватываю вторую руку и просто жду, когда он сдастся. Следующий удушающий – это Cross Collar Choke. Его можно выполнять с маунта, с гарда. Я вам покажу на примере маунта. Итак, мы заняли доминирующую позицию. Позиция маунт. И теперь смотрите, что я делаю. Одна моя рука идет вот сюда, видите? И прихватывает мощно его отворот, лапел. А вторая идет вот сюда, видите? И после чего я начинаю его душить. Это самый-самый простой удушающий, который только может быть. Еще раз я вам покажу с этого ракурса. Он очень просто выполняется, очень эффективный. Вот таким образом. Я прихватываю, да, как правило, я могу поставить сначала руку, когда я прихватил, потому что если он будет меня мастить, у меня будет опора, да. И я иду вот сюда, вот таким образом. И после чего я начинаю душить. Следующий удушающий, он также максимально элементарный, а называется он, если я не ошибаюсь, Pepper Cutter Choke. Он делается с сайд-контроля, особенно если вы мощный и боретесь против более легкого веса, более слабых противников, он будет хорошо работать. Позиция сайд-контроль. Теперь смотрите, я прихватываю воротник, видите, вот таким образом. И после чего я вот так вот закидываю руку вот сюда.
И здесь у меня есть несколько вариантов. Начать просто создавать давление, вот таким образом. Либо же встать на knee belly и начать душить здесь. Еще раз, максимально просто. Позиция сайд-контроль, я прихватываю отворотник, иду сюда, тынь-тынь-тынь-тынь, закидываю свое предплечье и начинаю смещаться, душить. Или так, или встаю и начинаю создавать давление. Теперь я хочу вам показать эскейпы, потому что если вы не научитесь защищаться, то вы и не сможете атаковать. Защита очень-очень важна. Первый выход – это с черепахи. Итак, обратите внимание, он берет позицию сбоку, да, и теперь смотрите, что я делаю. Я начинаю через свои плечи кувыркаться, я мгновенно это делаю, вот сюда, видите? И после чего я закидываю ногу и беру гард. Еще раз, более динамично, все максимально просто. Он контролирует меня колено к колену, это важно. И после чего, смотрите, я мгновенно выхожу в защитную позицию. И крайний раз. Итак, следующий у нас будет выход с бэк-контроля, с контроля со спины. Обратите внимание, как правило, всегда он старается взять вот такой вот захват, да. Теперь смотрите, что здесь важно. Всегда контролируйте свою шею, это очень важно. Теперь смотрите, что я делаю. Я начинаю смещать свой вес тела на него, назад, видите? И теперь я всегда думаю про шею, я стараюсь снять одну ногу и на эту ногу вылезти креветкой, своим тазом, видите? После чего я уже вылажу и по возможности беру позицию. Еще раз. Контроль. Всегда думаю про шею, смещаюсь, видите? Я ему уже стараюсь неудобство создать. После чего я освобождаю ногу и начинаю двигаться на нее. И после чего выхожу в сайд-контроль, если это возможно. Но главное это уйти с этой позиции. Еще раз. Вес тела назад, освободил ногу, вылажу, беру позицию. Ну что, теперь очень-очень вкусное, а именно комбо-связки. Как комбинировать приемы, и я вам покажу на самом-самом базовом уровне. Это армбар, треугольник, омоплата. Будем это делать с позиции гард. Позиция гард. Мы уже помним, в предыдущей части я вас учил делать армбар. Я прихватываю его под локоток, ввожу ногу в тазозабедренную. Здесь его немножко, видите, заваливаю, перехожу на армбар. Теперь смотрите, он начинает защищаться, прижимать локоть к себе, вытаскивать. И теперь смотрите, в это время, когда он вытаскивает, обратите внимание, как жвачка, очень плотно я иду сюда и прихватываю свою голень. Для треугольника мне важно вывести вот сюда вот руку, после чего его закрыть и начать душить. Но бывает такое, что вы начинаете комбинировать, вы идете армбар, он защищается, я иду в треугольник, и его рука остается вот здесь. И мне сложно, видите, закрыть. И что я делаю? Я убираю его голову и вот так вот смещаюсь. Видите? И убираю ноги сюда, вот так. Прихватываю его здесь, чтобы он не сделал кувырок вперед. И делаю ему узел плеча. Еще раз. Комбинация. Армбар. Треугольник. Если защищается, омоплата. Ну и, конечно же, как без ошибок, которые совершают все новички. И мы начнем. Самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, не старайтесь всегда гнаться за болевым или удушающим. Сначала контроль, потом болевой удушающий. То есть control, position, before submission. Наверняка вы слышали это название, если вы интересовались джиу-джитсу или грэпплингом. Следующее. Это недостаток физической подготовки. Для джиу-джитсу и грэпплинга очень важно иметь хорошую выносливость, силу и мобильность.
Следующая ошибка – это так называемый режим берсеркера. Когда вы начинаете вот так вот, сломя голову, ломиться на вашего оппонента, стараться его порвать. Друзья, научитесь анализировать и по чуть-чуть втягиваться. Следующая ошибка – это когда вы работаете только в одном стиле, допустим, только в гарде или только сверху. Старайтесь развиваться во всех направлениях. Не надо изучать только одну позицию. И, конечно же, что очень-очень важно, это guard recovery. А именно научитесь хорошо работать с гарда, с разных гардов. Не давайте себя пройти. Работайте бедрами, берите отвороты, рукава, штаны. Не давайте позиции. Это очень важно. Собственно, вот такой вот топ ошибок в этот раз. И что, друзья, летим дальше? Ну и, конечно же, как без советов? Начнем с того, что, как я упомянул раньше про ошибку, это будет в рекомендациях. Ваша физическая подготовка. Развивайте силу, мобильность, выносливость. Также старайтесь анализировать все ваши схватки и поединки. Думайте головой. Это очень важно. Надо быть умным бойцом, иметь так называемый IQ бойца. И, конечно же, старайтесь развивать гард, проходы гарда. Старайтесь работать с задачей. То есть, если у вас есть тренировка, ставьте себе конкретную цель. Это так называемые специфик спарринги, да, специальные спарринги, позиционные и так далее, где у вас есть конкретная цель, и вы работаете над проходом гарда или выхода с какой-то неудобной позиции. Ну что, друзья, а если вам понравилось видео и вы хотите еще больше, то обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайк. Друзья, всех обнял!